Взрыв произошел около здания окружного суда в 8:30 утра, когда господин судья только прибыл на заседание. В 9 его уже доставили к нам. Каково состояние господина судьи? Незначительное повреждение конечностей. Чего же это он без сознания? Господин судья был несколько напуган. Он все время кричал. Мы вынуждены были дать ему морфию. Я попрошу вас об этом в отчете умолчать. Разумеется, господин полицмейстер. Что с другими пострадавшими? 5 мертвы, в том числе бомбист. Что касается раненых, в госпиталь вызваны лучшие доктора со всего города. Все мертвые опознаны. Да. Что это такое? Зачем? Немедленно вон! Брюшная рана, ранение в голову. Срочная операция. Вы вообще понимаете, кто здесь лежит? Кто бы там ни лежал, ему все равно, он под морфием, а этому нужна помощь и срочная. Тампоны и свет. Что вы стоите? Все остальные вон, вон, все! Прошу прощения. Такая канитель. Скальпель. Быстрее зажимайте, Фогель. Рану прочистите. Профессор, я вас поздравляю. Вы поссорились с новым полицмейстером. Фогель, я хороший врач. Лучший. Так что нам не о чем беспокоиться. Что там? О, боги. Так, и что здесь происходит? Распоряжение господина полицмейстера. Нам нужно узнать, кто он. Если вы еще раз его тряхнете, можете назвать хоть Юриком. Трупу уже будет все равно. У этого человека, вероятно, есть родственники. И они интересуются его судьбой. Не обязательно убивать пациента, чтобы узнать, кто он. Осмотрим тело. Начнем с малого. Перевернутый крест и ключ. Вероятно, его зовут Петр. В честь апостола Петра, наделенным ключами от рая. Судя по грязной одежде и следам на его руке, я думаю, что он занимается физическим трудом. На корпусе слева большой шрам. Я не знаю, что за коновал его зашивал. Также на одежде белесые полоски. Скорее всего, соль. Он может быть портовым рабочим, либо рыбаком. Скажите, господин полицмейстер, а вы никогда не ловили пиявок? Не имел удовольствия. А я вам расскажу. Вам нужны сапоги и длинная палка. Вы заходите в воду и бьете палкой по воде. Пиявки реагируют на колебания, им же любопытно, что же там происходит. А они сами к вам подплывают. Вам лишь с очком нужно их выловить. Я было решил, что наш пациент лечится герудотерапией. Но хаотичное расположение этих укусов подсказывает мне, что он их ловил. Браво, профессор. Отличное представление. Пригласите фотографа. Пусть газетчики опубликуют его снимок. Может, кто-нибудь сможет его опознать? Что вы намерены делать? Прогуляться, Фогель, и съесть пару бифштексов. Как же пациент? Газеты могут не успеть, а если у него есть семья, у них совершенно мало времени, чтобы попрощаться с ним, профессор. Значит, он уйдет по-английски. Это дело полиции. Аркадий Гаврилович. О, ну, конечно, она всегда на передовой. Чем помочь? Вы же знаете, Мария, ради вас я готов на все. На все? Тогда проведите меня внутрь. Нет. Нет, а почему? Потому что вы совершенно не скучали по мне и наверняка захотите пообщаться с пациентами, а я, как врач, должен защищать их, да и себя от назойливого внимания прессы. Тогда скажите хотя бы, каково состояние судьи? Говорят, что он до смерти перепугался. Врачебные тайны слышали об этом? Слыхала. Профессор, он приказал сжечь дома бедняков, потому что они портили вид залива, пока он путешествовал на своей яхте. Погибли люди. Судья ранен, ему нужна помощь. Так он ранен? И серьезно? Так, все, больше ни одного слова. Но он убийца. Как и тот, кто на него покушался. Черт. Господа, дамы, сегодня в 8:30 совершен чудовищный по своей жестокости акт насилия. Это кто? Эти трусливые крысы Тайный советник, князь Румянцев.
Полицмейстер смотрит на него как на божественное откровение. Ну, конечно. После того, как убили Столыпина, место министра внутренних дел свободно, а для засидевшегося в секретарях Румянцева это шанс. Ну, в таком случае вы поссорились не только с полицмейстером, но и со всем будущим министерством сразу, профессор. Именно поэтому они избрали своей жертвой человека из общества. Фогель, я же вам сказал, я хороший врач, а министр тоже болеет. Поедемте, Фогель, я очень голоден. Пожалуй, я попытаюсь найти родственников нашего пациента. На голодный желудок вы найдете только язву. Уважаемого и благородного. Мрачный тип. Я бы побоялся встретиться с ним наедине в темном переулке. А уж этот запах изо рта. Я обошел уже несколько аптек, и никто не знает, где он живет. Он приезжал откуда-то с северных болот. У него есть баркас. Он оставляет его у соляного причала. Кто там? Если бы вы видели этот баркас. И что я там должен был увидеть? Там были женские украшения. И я сомневаюсь, что он только грабил этих несчастных женщин. Полицмейстер дал мне четко понять, что он в моих услугах не нуждается. Так. А вы кто таков? Здрасте. Журналист? Нет, я... Вот газета. Это же про него писали. И что, вы его узнали? Нет, но на его баркасе нашли много вещей. Вот эта брошь в виде ласточки, она принадлежит моей жене Ольге. Свадебный подарок. Ну, я уверен, что полиция вам ее вернет. Да дело не в броши. Моя жена уехала 2 недели назад в Петербург и пропала. Если брошь была у него, значит, он ее видел. Могу я с ним поговорить? Это вряд ли. Спокойно. Спокойно. Эй, Послушайте. Послушайте, пациент без сознания. Медицина в данном случае бессильна. Я бы не стал так неуважительно относиться к медицине, Фогель. Слабый ток может стимулировать мозг. Таким образом можно попытаться восстановить поврежденные участки. Есть, конечно, определенный риск, но если повышать силу тока постепенно... Почему просто не пристрелить его? Пристрелить неинтересно. Вы видите, он связывает мне руки.
Что мне делать? Обратиться в полицию. Я был там, написал заявление, но не похоже, чтобы они что-то делали. Вы знаете, сколько женщин каждый год пропадают в нашей столице? Десятки, а то и сотни. Выходить придется этим же способом. Справитесь? Полиции до него нет дела. А я здесь при чем? Может быть, жена его бросила, не хочет, чтобы ее искали? Ах, да, брак же священен. Какая жена покинет мужа? А, постойте. Как вы говорите, вас зовут? Ванин. Ванин. Можем вас на секунду? Ясно. Может быть, вот в этом все дело? 11 утра он уже принял. Профессор. Год назад у нас умер ребенок. Корь. Оленька была сама не своя. Она лежала целыми днями в детской. Я не мог быть рядом. Надо было работать. Кто-то же должен был взять себя в руки. Да, это у меня не очень получилось. Я отправил ее в Петербург. Думал, ей надо развеяться. Она пропала. Грустно? Простите, а Мария... Я вас знаю. Вряд ли. Но можем познакомиться. Дмитрий Шаганин. Святый Боже, воскресли сразу в редакцию. Вот это будет сенсация. Мария, мне нравится твой друг. Добрый день, Аркадий Гаврилович. Добрый. Работаете вместе? А Аркадий Гаврилович врач. И не только. Я хотел сказать, что я люблю копаться в местных архивах. Интересуетесь историей? Скорее, историями. В данный момент меня занимают пропавшие женщины. Скажем, за последние пару лет. Вы ведь печатаете подобные объявления? А, пойдемте. Не могли бы помолчать? Он ничего не понял. Что-то еще? Благодарю, нет. Поздравляю. Надеюсь, он объяснил вам, где был все это время? Дмитрию угрожали. Он скрывался для того, чтобы меня защитить. И вы в это верите? А вы, конечно, нет. Я озабочен. Просто вас теперь двое, будете везде совать свои носы, и мне как-то надо будет с этим справляться. Дмитрию предложили работу в Германии, и он хочет, чтобы я поехала с ним. А вы? Что ж, еще раз поздравляю. Пряжка. Ванина Ольга Викторовна, ласточка, была в описании. Придете меня проводить? Да, конечно. Непременно приду. Если будет свободное время, приду непременно. Одиннадцать женщин из тех, кому принадлежат вещи, пропали без вести. Кухарки, прачки, куртизанки, словом, те, кого будут искать в последнюю очередь. У нас в руках настоящий монстр. На протяжении нескольких лет он охотится за женщинами, и никто ничего не видит. Что-то я не понимаю уже. Это кровь, это краска. У меня племянник 3 лет. Поаккуратнее будет, чем вы. Между прочим, среди пропавших есть и экономка. Это дело настоящей сенсации. Кое-кто ее упускает, но, возможно, скоро он об этом пожалеет. Только без тел мне никто не поверит. И как вы собираетесь их искать? Пол не просох. Не надо. Здравствуйте, господин Воскресенский. Господин Воскресенский, а что вы здесь делаете? Как вы думаете, что хирург, профессор, может делать ночью в больнице? На пост.
здесь? Вы сегодня ночью были в больнице? Нет, а что случилось? Вы говорили, что он в коме. Так и есть. Однако пациент исчез. Возможно, его увезли на перевязку. Вы думаете, мы это не проверили? Там сестра Кити. Там сестра Кити. Она дежурила сегодня ночью. Там. Где ее нашли? В воде у соляного причала. Похоже, в этой больнице работают одни невежды. Быстро ее в морг. Выполнять. Как думаете, мы должны им рассказать? Про что? Про господина Ванина. Вряд ли у нас целая идея поговорить с пьяночником. Думаете, это он его увез? А как же медсестра? Ну, возможно, она пыталась ему помешать. Неужели вы в самом деле думаете, что пациент мог уйти сам? Конечно, нет, Фогель. Это же невозможно. Хочешь знать свою судьбу? Не свою, чужую.
Выбери карту. Я уже выбрал. Его зовут Петр. Его баркас стоит у соляного причала. Я думаю, что он завсегдатай этих мест. Выбери карту. Я заплачу еще. Зачем он приходил? О чем просил? Может быть, он что-то рассказывал? Выбери карту. Не двигайтесь, не двигайтесь. Сейчас я вам помогу. Сейчас я вам помогу. Держите вот так. Где ты? Электричество для того, чтобы вернуть его к жизни. Так вот, той ночью я был в госпитале, и я это сделал. То есть вначале мне показалось, что ничего не вышло, но я ошибся, Фогель. Вы хотите сказать, что вы воскресили монстра, который убил женщин? Я знаю, что вы были против. Но сейчас речь идет не об этом. Фогель, мы должны его найти и показать всемирному научному сообществу. Научному сообществу? Да, это Фогель. то, что вас интересует? Да, Фогель, да. Так, а что с вашими зрачками? Что с ними? Они расширены. Вы что-то принимали? Таблетки от кашля одна медицинская компания предложила попробовать. Это абсолютно безопасно, рекомендую даже детям. Фогель, мы должны его найти. Ясно. Вам нужно поспать, Аркадий Гаврилович. Надо. Я его видел. Это была такая же реальность, как наш с вами разговор. Аркадий Гаврилович. Да. Надо поспать. Фогель! Мы его должны найти. Завтра непременно, а сейчас спать. Спать. Хорошо. Хорошо. Я здесь у вас вздремну. Фогель. Он продолжает преследовать женщин. Вот, она была здесь. И у нее было ранение в живот. Да, Фогель. Я видел это своими глазами. В утренней газете не было сообщения об убийстве. И здесь нет следов. Еще никому не удавалось вернуть человека с того света. Профессор, я понимаю, вы очень хотели верить в то, что совершили невозможное. Фогель, это не было галлюцинацией. Тогда куда она делась? Послушай. Что? Прошу вас. Куда мы идем? Гадалки. Идите, идите. Идите, идите. Той ночью я видел его здесь. Профессор, ну... Хочешь узнать свою судьбу? Рука механическая, но голос Фогель. Вчера я спрашивал у тебя, знаешь ли ты Петра? Профессор, ну что вы себе позволяете? Мадам, простите. Это не мадам, Фогель. Вы видите, у него кадык.
Ладно, ладно. Хорошо. Я заведую этим театром уже много лет. Петр Подкидыш так и вырос в нашем театре. Помогал труппе по хозяйству. В общем, я рассказывал. А откуда у него шрам? Упал с колосников во время представления. Вот, после этого случая я и решил, что ему не место среди нас, и отдал его в приходской приют. Он был хорошим учеником, настоятель его очень любил, прилежным был. А где сейчас может быть Петр? Я не знаю. Он же приходил вчера. Петр приходит и уходит, когда хочет. Значит, настоятель знает, где он. Настоятель умер 15 лет назад. Вы читали про исчезновение женщин? Их было несколько за эти 2 года. Я не читаю газет. Будете смотреть представление? Как вы думаете, он врет? Ну, по крайней мере, знает больше, чем говорит. Фогель, а вам придется остаться здесь. И, может быть, даже на предстоящую ночь. А вдруг он снова явится? Я сменю вас завтра. Утром. Аркадий Гаврилович! Аркадий Гаврилович! Полиция задержала господина Ванина. Они считают, что это он выкрал пиявочник и убил ту медсестру. Нам надо было им сообщить. Что с вами? Он был здесь. Кто, Ванин? Пиявочник. Если бы не вы, Фогель, то я бы сейчас его уже посадил на цепочку и демонстрировал бы газетчикам. Но вы, как всегда, он хотел меня раскромсать. Кем он вообще себя возомнил? Апостолом, который разит направо и налево. Можно сказать, что я его создал заново. Я же тоже Бог в каком-то смысле. Мечом разил Павел, не Петр. Какая разница? Я его упустил. Я видел его через зеркало. А с какой стороны у Петра шрам? С левой? Именно. Я не Бог. Я просто идиот, Фогель. Нам надо идти. Открывайте. Чего колотите? Открывайте. Ну? Иду. Открывайте. Ну?
Батюшки, свет. Бросьте! Я знаю ваши фокусы! Я вызову полицию! Не вызовите. Сиамские близнецы, насмешка Господа Бога. Петр с ключами от рая, Павел, разящий мечом. Эти сюжеты они разыгрывали в вашем театре? Мальчики пользовались неслыханной популярностью. Они по жизни были ангел и демон. Павел ненавидел весь мир. А Петр смиренно нес свой крест и увещевал брата принять их участь как испытание. Павла раздражала кротость брата, и он все время его искушал. Богохульство, сквернословие, воровство. Однажды взял тесак и отсек от себя брата. Или от брата себя. Они чуть не погибли, стекали кровью. Хорошо, что это случилось во время представления, и среди зрителей оказался врач, он их и спас. После этого каждый из братьев мог идти своей дорогой, а нет. Связь оказалась не только физической. Их тянуло друг к другу. Они не могли жить врозь. Из больницы. Где он? Павел принес его сюда и попросил меня, чтобы я присмотрел за ним, пока все уляжется. Это молочник. Я сейчас. А ведь я было почти поверил, что сделал это. И хорошо, что так вышло. Иначе в последних убийствах была бы и ваша вина. А где он? Сбежал. Не было никакого молочника. Вот он, ваш потеряшка. Решил погулять. Где вы его нашли? Там, где нашел, его уже нет. Отпустите господина Ванина, он не имеет никакого отношения к его исчезновению. И что мы здесь делаем? Ищем, Фогель. Ищем. Вы говорили, что на баркасе была собака. Как вы думаете, куда она убежала? Я не знаю. Конечно же, искать своего хозяина. А что с ним произошло? Его ранило. Угу. В здании суда. Угу. Она? Похоже, что да. Почему я? Вы же меня во все это втянули. Вперед, Фогель! Она меня укусила! Вперед за ней, Фогель! Попался. Я знал, что вы подружитесь. Пойдемте. Куда дальше, профессор? На болото, Фогель. На болото. Именно там водятся самые жирные пиявки.
Кажется, она что-то почуяла. Баркас дальше не пойдет, там слишком мелко. Пересаживаемся на лодку. Фогель, грести умеете? За ней, Фогель. Но как, я не умею плавать. Здесь не глубоко. Вам легко говорить, а у меня это единственные ботинки. Ну так снимите их. Профессор. Меня кто-то схватил за ногу. Вот опять. Это пиявки. Фогель, вы так любите пострадать? Вам надо было становиться актрисой. Быстрее. Профессор. Аркадий Гаврилович! Неплохой вид из окна. Твой брат при смерти. Я могу попытаться договориться о разрешении тебе побыть с ним, если ты мне, конечно же, все расскажешь. Мой брат всегда был впечатлительный. Нацепи ему нимб, зажги свечи, и он уже верит, что это не бумажная декорация, а врата. Он верил, что наше уродство есть ключ к вратам рая, что это особое испытание. Я хотел доказать ему, что никакого высшего умысла в нашем уродстве нет. Праведники умирают в нищете, а грешники грешат и живут. Я резал эти создания Божии и притаскивал сюда ему женщину. То есть ты это делал для того, чтобы доказать брату, что Бога нет? Он ждал Бога. Он ждал молнию с неба. Он даже установил на Баркас громоотвод, чтобы отвести его гнев от меня. Профессор! Профессор! Аркадий Гаврилович! Кто-нибудь! Ау!
Профессор! Аркадий Гаврилович! Знаешь, ежели Бог все же есть, то он большой весельчак. Забрать у тебя брата в качестве доказательства своего существования было бы хорошей шуткой. Ты бы и сам оценил, если бы у тебя было чувство юмора. Тихо, спокойно, спокойно. Спокойно, спокойно. Так. Хочешь увидеть брата, расскажи, где тела. А где тела? Если мой брат все же прав, то мы и так скоро увидимся. Фогель! Помогите! Фогель! Держитесь. Спокойно, Фогель. Все хорошо. Вы живы? Профессор, да. Я кое-что видел. Много огней, и они привели меня сюда. Да. Это не плод моего воображения. Что? Что это? Газ, мой друг. Он образуется в результате разложения органических соединений. То есть? То есть это может быть местом захоронений. Так что полезайте обратно. Ищите. Стойте. Шляпка. Да, Фогель. А я был прав. Черт. Монстр на болотах! Найдена 21 жертва! Экстренный номер! Монстр на болотах! Найдена 21 жертва! Экстренный номер! Монстр на болотах! Найдена 21 жертва! Экстренный номер! Ваш профессор прав. Все было совсем не так. Когда заболела наша дочь, я уже пил. Ольга была совсем одна. И я просто отключился, исчез. Когда дочка умерла, меня даже не могли найти. Потом уже нашли после похорон. Ну, если он ее не похищал, то, выходит, она просто сбежала от меня. Господин Ванин, прошу на опознание. Вы заняты? Что-то медицинское? Скорее кулинарная. Улитки в пиве. Улитки пьют пиво, я ем улиток, нам хорошо вместе. Присоединитесь? Вряд ли. Я была в полиции, все только и говорят обо всех этих ужасах на болотах. Между прочим, Румянцев присвоил все ваши заслуги себе, представляете? Пусть. И я не тщеславен. Тщеславен. Между прочим, я могла бы написать правду. А разве вы не уезжаете? Уезжаю. Завтра. Но у меня еще есть время. А как же мы без ваших разоблачений?
кто будет тыкать нас в правду? Кто знает, вдруг я окажусь где-нибудь на собрании монархистов, поющих «Боже, царя храни». Только ради этого стоило бы остаться. Ну что, придете проводить? Как я и говорил, если дела позволят. Прошу прощения, Аркадий Гаврилович. Я только что был на опознании. Среди жертв нет жены Ванина. Моя жена! Где она? Где моя жена? Где моя жена? Где она? Что происходит? Бродяга и так мертвец. Так позвольте Ванину получить хоть какую-то сатисфакцию. Вы в своем уме, Аркадий Гаврилович? Я был очень близок. Можете называть меня Жанет, и я покажу вам все, что пожелаете. Но прикосновения оплачиваются отдельно. Если вы захотите, вы можете оставить чаевые. С чего вы хотите начать? Может быть, вот это? Вы ведь Ольга? Как вы меня нашли? Вчера была годовщина смерти вашей дочери. И я подумал, что если вы живы, вы не пропустите этого и придете к ней на могилу. Там я вас и увидел. Я прошу прощения, что напоминаю о вашем горе, но ваш муж... Я знаю. Я читала в газетах. Он думает, что вы мертвы. Пусть так и будет. Я понимаю, почему вы от него уехали, но все же, если вы дадите ему шанс, он мог бы что-то исправить. Похоже, вы очень хороший человек, господин Фогель. Но иногда что-то ломается. И это ломается навсегда. Я могу вас проводить? Благодарю. И все же я не понимаю, почему братья с Баркаса вас не тронули? На Баркасе обнаружили вашу брошь. Возможно, из-за собаки. Я попросила, чтобы меня перевезли на другой берег, и вот когда мы причалили, кажется, у него что-то слабое из-за носа. Сейчас еще немножко. Потерпи, потерпи, потерпи. Подержите его лапу. Подержите. Сейчас. Потерпи, потерпи немножечко. Вот. Все, молодец. К сожалению, у меня нет денег. Могу я вам дать эту брошь? А когда Баркас отплывал, я увидела там еще одного человека. На Баркасе было двое.
Мария? Позволь. Дамы и господа, поезд отправляется. Пассажиры поезда Санкт-Петербург-Берлин. Дамы и господа. Я буду в вагоне. Здравствуйте. Проходите. Только не думайте, что я осталась из-за вас. Конечно, нет. Помочь с багажом? Нет. Тяжелый? Нет. Надолго, видать, собирались?